И, ребята, всем привет! Сегодня у нас незапланированная поездочка в Тулу. Погода сегодня явно на нашей стороне, хотя поездка была запланирована давно, но что-то нам не повезло, не фартануло. В общем, ехать нам порядка 400 километров. Посетим мы сегодня, как планируется, это пещера, и, возможно, посетим еще одно очень интересное место. Пока говорить не буду какое, потому что не знаю, попадем, нет. Сейчас пацанчики запишут тоже видосик на свой канал. Сейчас ждем и летим. Все заново, да? До цели 100 километров. Все уже измотаны, кто-то поспал, а кто-то не поспал, нифига. Палаточка. Ваня предлагает ее проскочить, но мы так делать не будем. Мы отбашляем и поедем спокойно дальше. Короче, подъехали на место. Сейчас Ваня никак не может определиться, что нам покушать. Да. Ну просто да, сейчас думаем, типа, яйца с собой взять. Или мороженое, или какую-то... Так, сейчас быстро хаваем и ищем залаз. В принципе, машину мы уже нашли, где кинуть. Ваня поговорил. Залаз пойдет успешно. Это заблюем. Это мы с тобой, Стефан, два лоха. В портфельную пошли. Что там, жестко? Бьюти-блогеры подъехали всякие. Ну, узковатенько так будет. Ох, ё. Записываться где? Стеф, ты где? Я всегда не войдем. Перед входом обязательно записываемся, чтобы в случае чего вас потом было проще найти. И знали, тут вы или не тут. Так, вот как я понял, это последняя страница. То есть последняя запись, когда здесь был человек. 22.10, 23, 3 человека в 14.20 они зашли, а вышли они в 18.07. Не совсем понятно, ладно. Ну что, тогда будем записываться. Сегодня у нас 28-е, 10-е. Пишем 28-е, 10-е, 2023. Монтировочки. Да нет. Там жопа лаз. Да, ты, конечно, парнишка, ты без портфеля хорош. Да. А вот нам с портфелем, как лохам последним. Вот основной проход туда. А хотя, хрен его знает. Там тупик, наверное. Пойдем дальше. Там везде тупик. Идем. Понимаешь, ты пролез такой, Стеф, ты где? Стефан, Там вот, да, еще хуже. я вижу прекрасно просто, что ты там видишь, прям по Приходится ползком с портфелем. Ваня налегке, а мы со Стефаном с провизией. Сидим мы сейчас со Стефаном. Ваня куда-то уполз, и мы не можем. Ситуация такая, что мы задержались, а он пополз дальше. Мы зовем, а он уже все. Мы зашли, сидим, ждем. В принципе, потеряться здесь вроде как, если во всякие маленькие щелки залазить нереально. Потому что, в принципе, куда мы не пошли, Да, все приходим однотипно. Да. на выход. Вот оттуда мы только что пролезли. Получается, как петлями вокруг основного И здесь, кстати, вот сейчас, по-моему, ветерок дует. Перед он весь в чуме.
Такой прикольный портфельчик. Вань! А, вот это тише. Дошли сейчас до такого момента. Это, видимо, диггер, который знал здесь все проходы. И залазы. Это Ваня все сейчас нашел, пока от нас отстал. Честно говоря, сам запаниковал. Ну, благо, мы остались на месте и встретились. Москва, Новомосковск. Могила Филина. Что тут? Да. Возможно, это Который чей-то грот был. глухой тут. Уснул. Там проход. Ну что, пацаны, интересно? Здесь интересно будет. А если дальше дойти, то там можно, о, здесь нормальные пролазы, здесь часто ходят люди. Дальше пройдем, там, короче, должны статуэтки быть из глины, каждый себе лепит типа статуэтку. Стеф, ты где? Обходной путь. Факел красный ответил свой вариант. Вы тут. Это получается... Сейчас надо пройти. Что действительно обвал. Он все в трещинах свежих. Поэтому дальше не идем. Леночки тут неспроста. Все, здесь тупик полностью везде. Короче, чешем назад. Интересно достаточно. Так, осталось... Он свеч. Идите туда. Тут даже тоже свечит. Не знаю, ходов куча. Он тут, кстати, тоже парень свежий обвал довольно-таки, смотри. Ой-ой-ой-ой, Вань. Смотри. Классненько так. Вон номер машины, кстати, еще он там вдалеке отображается. Куча пакетов. Так, в общем, ребят, приняли решение уходить в пещер, поскольку, почитав вот эту вот бумагу, кому интересно, поставьте на паузу, посмотрите, то здесь действительно без проводника делать нечего. Поскольку достопримечательностей очень много, жилые гроты есть, все это связано. И протяженность здесь в районе 130 километров всех пещер. Самые высокие своды, если верить этой бумаге, порядка 15 метров. Но за 2,5 часа, что мы находимся здесь, мы нашли баяном, это вот при входе здесь. Это мы искали 2,5 часа. Дальше, в принципе, здесь находиться не видим смысла, как бы общее мнение принято. Поэтому сейчас едем на одно интересное место. Не знаю, получится туда попасть или нет. Но попытка не пытка, поскольку время у нас сегодня ограничено. Стефану надо попасть сегодня в Москву. На двойке в Москву мы, конечно, не попремся, потому что летняя резина. Ну и плюс погоду, сами видели, когда мы ехали. Поэтому место замечательное, прикольно. И пора отсюда убираться. Наша задача еще под госрезерв узнать. У них? Ну да, только сейчас хорошо, так что не скажу, что сейчас проведем. Мы еще здесь останемся, кстати. Тихо. Послушай, что мы. Экскурсовод. Да. В общем, народ, мы сейчас решили выйти из системы, потому что мы торопимся на более интересный объект. Проводим кому-то экскурсию. Сейчас кто-то будет ходить в пещеры. А мы тут такие сидим. Вот такие сидим, да. Можно даже сейчас... Давай в журнальчик сядем, вычеркнемся. Да, сейчас выпишемся из журнала. Че, фонари вырубим, давайте. Фонарь выключай. Выключите фонарик. Тут на профессиональном уровне достаточно экскурсии. Даже с детьми, кстати, ходят, да? Сейчас мы... Писаемся, короче. И выдвигаемся сюда, да. Он там что-то ликбез такой нормально читает, да? Закончил.
У тебя ручка есть? Я не знаю. Она здесь. Я нашел тебя. Оставил здесь. Кто как зовут, никого не знает. Вышли 3 человека. Во сколько времени? Сколько? Вот такая красота нас ждет наверху. Я не ждал, а сейчас мы вылетаем на другой объект. В общем, приехали мы в Новомосковск. Тут вот такие вот заводы, куча строений заброшенных, просто нереально много. Куча предприятий всяких. Короче, как будто мы в какой-то сталкер попали, да? Все в забросах. И что-то с бензином тут туговато, вот бензин уже очень-очень мало. Заехали на заправки, а там его нет, там только дизелька. Вот сейчас надеемся, что здесь будет бензин, иначе очень плохо. Да. Шутковато здесь, конечно. Воняет, чувствуешь химия какой-то? Грибами есть. Да. А здесь вонище, да ё. Пластиком вообще жестко таращит. Полипласт. Это реально тут жить, пацаны. Мне не перестает удивлять этот город. Итак, в общем, на место мы приехали. Обкатили уже по периметру. Но мы не заезжали со стороны, где охрана. Вот, сзади, в принципе, все вроде выглядит более чем как заброшено. Там вежливые охранники уже на забор розочек с бутылок натыкали. Ну, соответственно, тропки там все есть. Вон, как видно, сейчас виднеется первый ствол. И вон там второй. Зайдем на отворотки, это дорога, она единственная, в принципе, идущая туда. Будем уже смотреть, что по обстановке. В принципе, следы сейчас будут хорошо видны. Что мы имеем? Часа на 1,5-2 мы гуляли сейчас здесь, по территории. В принципе, даже на территорию заходили. В общем, это все патрулируется. Вон даже собака есть, но не точно, но следы есть. Решили не лазить, не ломать себе там ноги, руки. И, кстати, охрана там настолько жесткая, что забор, где колючку еще снесли, там бутылки набили и розочки втыкали. Ладно, короче, ходили, пришли к тому мнению, прям подойти к охране напрямую, там вот сзади видно КПП. В общем, постучались, вышли 2 охранника. Один такой нормальный, второй что-то какой-то конфликтный парень. Ну и спросили, как попасть, ну и сколько финансов там, да, чтобы все по-человечески сделать. На что нам поступил ответ, что кого надо, того пустили. Там самый агрессивный дяденька. Он сказал, что он там самый главный начальник. А потом он резко тему поменял и говорит, что они сюда пускают только какую-то проверку. Так что судите сами. А мы что, уезжаем ни с чем. Мы все мокрые. До Суздали нам ехать еще часов 7. Выдвигаемся домой, на этом все.